Всем привет, это Иной, человек, который рассказывает плохие новости спокойным голосом. Свершилось то, чего я, собственно говоря, давно ожидал. Компания ArenaNet заблокировала возможность регистрации аккаунтов и покупки игры всем жителям России, ДНР и ЛНР. Да, вы не ослышались, именно в такой формулировке это прописано на сайте Арены. Как я к этому отношусь? В начале марта компания Blizzard приостановила продажи своих игр в России. Следом к ним подключилась Bethesda. Вы не сможете купить игры компании на территории РФ. Через пару недель Square Enix ввела региональные ограничения для России, запретив игрокам региона оплату подписки. World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV – все эти онлайн-проекты невозможно оплатить из России. Guild Wars 2 осталась единственной игрой золотой четверки, которая не требовала подписки и не запрещала покупку игры на территории Российской Федерации. Все проблемы с покупкой происходили не из-за прямых блокировок компании, а из-за санкций, наложенных на российские банки. Но меня интересует другой вопрос. Студия ArenaNet принадлежит южнокорейской компании NCSoft, а компания NCSoft владеет такими тайтлами, как Lineage, Aion и Blade & Soul. Все эти проекты не получили никаких ограничений на работу в России. Значит ли это, что ArenaNet приняла свое решение в одностороннем порядке? Не думаю. Уверен, что такой вопрос обсуждался с NC. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что Guild Wars 2 держалась до конца. Думаю, что компания верила в быстрое разрешение конфликта, а потому не предпринимала поспешных действий. Увы, но игры – это часть бизнеса. Большого бизнеса, в котором крутятся большие деньги. Вы не можете игнорировать мнение общественности, поскольку в погоне за маленькой аудиторией вы рискуете потерять большую, вы рискуете потерять все. Поэтому поступок ArenaNet мне совершенно понятен, и я благодарен компании за то, что у нас были эти 3 месяца. Они могли бы сделать это гораздо раньше. Все равно доход от РУ региона упал, как только ввели санкции против российских банков, и в этом виновата не ArenaNet. Недавно я опубликовал новость о запрете регистрации в моей группе ВК. О, сколько интересных комментариев я получил. Не то чтобы мнение людей для меня какой-то секрет, но я довольно легко приземлился в комментарии из большого количества ваты. Русофобы из ArenaNet. Чертовы пиндосы. Пусть уже блочат полностью, боже мой. Эта планета нуждается в срочном апокалипсисе. Мои любимые, мои маленькие высокодуховные россияне. Может, перед тем, как плевать в чужое лицо, стоит изрядно посмотреть на свое? Если в моей жизни что-то идет не так, то все претензии я в первую очередь предъявляю к себе. Я думаю о том, что я делаю не так. Почему люди чего-то не понимают? Может, я где-то был не кристально ясен, может, я не донес до них свою мысль, и только после того, как я нахожу ответы на свои вопросы, я предъявляю претензии к другим. Но не в такой форме, как это делаете вы. Ведь важно не что, а как. Целые десятилетия эта игра кормила вас ощущениями, она давала вам опыт, не похожий на остальные, и как вы легко от всего открещиваетесь. Нет в вас любви ни к себе, ни к другим. А теперь хочу обратиться к ArenaNet. Я знаю, что вы стояли перед сложным выбором. Каким бы ни было комьюнити, это ваше комьюнити. Детей не выбирают. Иногда оно бывает жестоким. Глядя на комментарии к последнему ребаланс-патчу, вы могли убедиться, что у жестокости нет нации, и люди могут вести себя как свиньи в любое удобное время. Игры – это надстройка над обществом, это его интеллектуальный труд и дань прогрессу человечества. Во времена пандемии они помогали нам развлекаться без риска для здоровья, а во времена военных конфликтов они остаются маяками из прошлой жизни, которые помогают не терять берега. В нашей гильдии собрались игроки со всех стран, в том числе с Украины. Знакомством со многими из них я дорожу, о чем говорю не только им, но и всем публично, для меня это не чужие люди. Может быть, вам с позиции дальнего континента одно видится белым, другое видится черным. Да нет, это все перемешано. Все исторические корни сплетены, все родственные связи тесны, и происходящий конфликт мы переживаем одинаково тяжело, поэтому никакие блокировки не спасают ситуацию, они ничего не меняют. Если бы все конфликты решались блокировками, мы бы жили в другом обществе. А так вы только забираете у людей пространство, где они могут помнить, что они все еще люди. И пока они люди, они могут помогать друг другу, поддерживать друг друга и не терять свое человеческое лицо. А все эти блокировки, они не имеют никакой направленности. Они бьют в равной степени по всем, и по тем, кто за, и по тем, кто против. Но если с первыми все понятно, то что прикажете делать со вторыми?
Они находятся в самом уязвимом положении. В своей стране их называют национал-предателями, со стороны Украины они оккупанты и агрессоры, а для всего цивилизованного мира они люди третьего сорта. Я вижу, с какой степенью агрессии нападают именно на этих людей. Все эти комментарии в стиле «русские орки» и тому подобное в правильном направлении работаете, товарищи. Отличное начало демократии и современных преобразований. Напишите еще, что и я во всем виноват, не останавливайтесь на достигнутом. Сделайте так, чтобы этих людей действительно не осталось никакого выбора. Ведь в эпоху палачей страшнее только рождение нового. С вами был Иной. Не говорите, что вас не предупреждали. There's never